Здравствуйте. Продолжаем серию видео для начинающих по Kubernetes. И мы с вами подошли к теме тома. Как подключать тома к подам, контейнерам в Kubernetes. Поскольку Kubernetes управляет у нас контейнерами, вы все прекрасно знаете, что у нас к контейнерам можно подключать внешние диски. Ну, это называется volumes тома, да. Собственно говоря, приложение, конечно, в контейнере может создавать файлы в файловой системе, о чем я здесь написал. Но вы должны понимать, что если вы будете так поступать, то это будет создаваться внутри некой виртуальной, ну не виртуальной, а физической, на самом деле, файловой системы, которая автоматом подключается к контейнеру. И после того, как вы этот контейнер удалите, эти данные, в общем-то, пропадут. По умолчанию где-то находится в директории varlib containerd. Ну, в моем случае, потому что я использую containerd. Если вы там используете CRI-O, то, соответственно, в другой директории будет находиться. Но физически все файлы, которые вы создаете в контейнере, они будут создаваться там. И проблема заключается в том, что после удаления этого контейнера или его пересоздания, все эти данные будут теряться. Простейший пример, как это обычно делается, допустим, в докере или в containerd. В данном случае пример на базе containerd, утилита CTR. А в случае докера, помните, там есть параметр -v, можно монтировать. И, соответственно, при создании, при запуске контейнера мы можем указывать опцию mount в случае CTR, где указывается, какая директория на хосте, куда монтируется внутри контейнера. Ну и дополнительно разнообразные образы. Понятно, что мы это вручную сейчас так делать не будем. За нас все будет делать Kubernetes. И специально в Кубере для этих целей придумали такую штуку, как тома, volumes. И о них мы сейчас начнем с вами разговаривать. Когда мы подключаем тома к Куберу, мы можем эти тома условно разделить на два типа. Это эфемерные тома, ephemeral volumes, и persistent, постоянные тома, persistent volumes. Эфемерные тома доступны только внутри этого контейнера, и, соответственно, после удаления контейнера, удаления пода, они будут, в общем-то, удаляться. А persistent volumes – это обычно какие-то внешние хранилища, какие-то сетевые файловые системы, например, тот же самый NFS. Когда вы удаляете контейнер, а данные, в общем-то, остаются в этом persistent volume. И если вы создаете новый контейнер и подключаете данный том persistent volume, соответственно, все данные, которые там были раньше, к этому контейнеру подключаются. Если говорить про эфемерные тома, ephemeral volumes, они создаются кубелетом. То есть вы должны помнить нашу схему, да, кто за что отвечает. Кубелет отвечает за запуск контейнера. Соответственно, он запускает контейнер на какой-то ноде вашего кластера. Эфемерный том, в принципе, подключается, физически находится на этой ноде, в этой файловой системе, и подключается к контейнеру. Кубелет обычно создает это где-то в директории varlib kubelet. Если вы там заглянете потом, после того, как запустите соответствующее приложение, то вы увидите там эти эфемерные тома. Вы должны это учитывать, когда будете работать. Соответственно, если вдруг в этих эфемерных томах вы будете хранить большую информацию, чего делать не рекомендуется, просто не рекомендуется, вы должны просто задуматься о том, а есть ли у вас место на диске, где находится вот в этой директории varlib kubelet. Сегодня мы рассмотрим самый первый эфемерный том, который используется в Kubernetes. Это так называемый config map. Config map обычно используется для подключения конфигурационных файлов к контейнеру пода. Название config map, да, как бы говорит само за себя. Конфигурационные какие-то файлы. Или для формирования переменных среды окружения в контейнере. Вы знаете, что переменные среды окружения можно указывать прямо в манифесте пода, но если их очень много, то удобно выносить их в отдельный файлик, в данном случае конфигурационный файл, в нашем случае config map, и эти переменные среды окружения к контейнеру подключать. Вот две основных функции у config map, которые я бы выделил. Начнем с переменных среды окружения. Собственно говоря, есть такой параметр env в манифесте. Вот у нас простой пример деплоймента. Он находится в файлике 0.1env. Вот тут, если вдруг что. Есть у нас с вами обыкновенный деплоймент. Ничего здесь такого специфичного нет. Вот наш контейнер, ресурсы. И вот здесь я в конце добавил раздел environment. Как вы знаете, при помощи environment мы можем сформировать переменные среды окружения. Environment, то есть окружение нашего пода. В нашем случае контейнера. Вернее, не пода, а контейнера. Потому что у нас здесь же может быть много контейнеров. И у каждого контейнера может быть свой environment. И здесь мы делаем очень просто два параметра. Название переменной среды окружения и ее значение. Название переменной среды окружения и ее значение. Пример очень простой.
Давайте мы его запустим. Так, мне нужно перейти в директорию ch5. Прежде чем мы это все начнем с вами делать. И здесь вот прямо применяем этот файлик. Значит, namespace work, напомню, у меня есть по умолчанию, он присутствует. И, собственно говоря, мы с вами создали соответствующий под. Мы можем с вами посмотреть, какие поды у нас появились. В нашем случае вот он, у нас один, он у нас запущен. Ну и теперь мы в этом поде, вернее в контейнере этого пода, надо просто вот это имя запомнить, потому что сейчас мы будем к нему обращаться. Мы выполняем команду sh, которая запускает команду environment, которая показывает все переменные среды окружения. Ну, вы же Linux знаете, да? Команда env вам известна. И нас интересует переменные среды окружения, где есть слово тест. Видите, у нас все тест здесь. То есть команда, надеюсь, для вас понятна. Значит, сейчас мы с вами выполним ее, только укажем уже вот имя этого пода. Так, здесь у меня немножко не тот терминал, поэтому Ctrl-C, Ctrl-V. Да, вот так вот. Таким образом. Ну и дальше мы говорим, какую команду нужно выполнить в нашем контейнере. Вот мы выполняем и получаем переменные среды окружения нашего пода. То есть, как видите, это стандартное определение переменной среды окружения без конфиг-мапа напрямую в поде. Соответственно, он нам сейчас не нужен, этот под, просто показывал вам пример, как это обычно происходит, когда у вас 1, 2, ну 3 переменных среды окружения, которые вы определяете. Если переменных среды окружения много, рекомендуется делать конфиг-мап. Вот пример простейшего конфиг-мапа. Тут, правда, всего лишь 4 переменных среды окружения. Но представьте, что у вас такая большая портянка. И, допустим, эти переменные среды окружения не только для этого контейнера, а, допустим, для всех контейнеров, которые там у вас будут встречаться, и не только здесь. Чтобы не писать это все в манифестах, мы с вами вот здесь в манифестах деплойментов, да, мы с вами в манифесте конфиг-мапа добавляем соответствующие строчки. Значит, здесь стандартно все. API version v1, kind config-map. Metadata – это имя. Ну, тут все то же самое. Можно имя, namespace, лейблы ставить. Здесь просто пока не стоит, просто простенький config-map. А дальше раздел data. Какие данные находятся внутри нашего конфиг-мапа. Здесь просто ключ значения, ключ значения, ключ значения. Ключ – это название переменной среды окружения. На самом деле нет, мы сейчас с вами убедимся, но будем считать, что по умолчанию это название переменной среды окружения, а значение – это ее значение. То есть все очень просто. В, соответственно, файлике 0.2 он у меня находится, этот конфиг-мап. Применяем его. Применяем этот конфиг-мап, он был создан. Соответственно, мы можем с вами посмотреть список config-map в namespace. Config-map – это namespace зависимый ресурс. Мы должны его в конкретном namespace делать. Как видите, здесь у нас есть два config-mapа. Ну, вот этот, который мы с вами создали, а вот этот cube root CA-CRT – это config-map, который создается автоматом в текущих версиях Uber. Там находится сертификат нашего Certificate Authority нашего Кубера. Чтобы далеко его нигде не искать, вам по умолчанию вот такой config-map там создаются. Теперь, собственно, deployment. Это пример третий у нас. Deployment как deployment был. Остался тот же самый env, который были, но мы добавили здесь еще env from. Как мы видим, здесь config-map указывается, параметр соответствующий, и его имя, имя этого config-mapа. Ну, собственно, все достаточно просто. Применяем манифест деплоймента. Это у нас третий манифест. Отлично. Применился. Получаем, соответственно, имя пода. Оно нам необходимо. Дальше делаем выполнение в этом поде команды, показывающие переменные среды окружения, которые содержат слово тест. И как видите, здесь кроме тех там тест1, тест2, есть еще и тест, который мы добавили из, соответственно, нашего конфиг-мапа, что очень удобно. Ну, нам больше это дело не потребуется, этот деплоймент, мы его удалим. Теперь посмотрим ситуацию, когда нам необходимо будет в нашем поде в данном случае использовать всего лишь один, ну там или два
две переменных среды окружения из конфиг-мапа. То бишь не все переменные среды окружения кидать в наш под, организовывать там окружение, а всего лишь, ну, допустим, одна или две переменных среды окружения. В этом случае мы используем env, то бишь env from уже здесь не используем. А в env мы указываем name, имя переменной среды окружения. Это традиционно, как и здесь. А вот дальше не value, а value from. И мы говорим, что данные для этой переменной среды окружения нужно брать из конфиг-мапа с именем таким-то, ключ вот такой-то. Ну, в данном случае переменная среды окружения и ключ, который мы использовали, он одинаковый. Но можно и изменить. Например, вот во втором примере мы говорим, что у нас здесь есть current. Да? Имя переменной среды окружения в контейнере будет current, хотя ключ test log level. То есть мы можем на лету как бы переименовывать. Ну, это не переименовывать, вы понимаете, да, просто формируется переменная, а значение берется из конфиг-мапа, из этого вот ключа. Соответственно, мы можем с вами сейчас применить. Это у нас четвертый пример, файл четвертого примера. Вот мы его применяем. Дальше традиционно получаем, какие у нас там поды есть. И выполняем команду, которая покажет нам переменные среды окружения, которые мы добавляли. Вот. И мы добавляли уже две переменные среды окружения, причем одну переменную среду окружения мы переименовали, ну, как делали с другим именем. Вот. Current. То есть можно и так работать. Нам это больше не потребуется, поэтому мы удалим сейчас и config-map, и, соответственно, deployment. Они нам дальше не нужны. Теперь посмотрим, как config-map подключить как volume к нашему деплойменту. Перед вами config-map. Это пример пятый, файлик пятый пример, где у нас определяется в разделе data два текстовых файла. Ну, здесь стандартно ключ – это название файла, значение – это его значение. Вертикальная палка, я надеюсь, все прекрасно знают, что такое YAML. И как здесь текстовые данные в ключе можно указывать. Ну, в данном случае просто означает, что все, что здесь есть, включая символы перевода строки, ну, вот, находится в этом ключе. То есть, как мы видим, так оно там и будет в этом файлике. Значит, здесь определяется два файла. Файл 1 txt и файл 2 txt. Значит, здесь в качестве примера показан еще параметр под названием immutable true. Я его отключу, потому что вот в примере в самом, где у нас это все будет, он у нас будет отключен. Здесь я его просто показываю, чтобы в качестве примера, как он определяется. Что это означает? Когда вы подключите config-map к деплойменту, то потом, если вы вдруг захотите его на лету изменить, а на лету его можно изменять, мы дальше с вами увидим, можно это дело запретить. То есть, если вы делаете immutable true, то данный config-map в деплойменте изменить будет нельзя. То есть, при попытке поверх данного config-мапа создать новый, у вас появится сообщение об ошибке, что у вас тут поле immutable, что вы делаете. Соответственно, чтобы заменить config-map, вам придется его сначала удалить, а потом новый создать. При этом в контейнере данные не изменятся. Ну, это так, немножко в боквел такой небольшой. Сейчас будет простенько. Значит, у нас будет immutable закомментированный, два файлика, и, соответственно, мы его применяем. Данный config-map. Вот у нас применился. Мы можем его увидеть. Ну, это понятно. Теперь для того, чтобы посмотреть содержимое config-мапа, мы можем использовать команду get config-map, имя config-map, и дальше при помощи параметра o мы с вами указываем, что мы хотим увидеть. В случае о JSON-path мы с вами указываем путь в JSON. На самом деле данные в кубере в etcd хранятся в виде JSON-чик. Вот так вот. И поэтому по этим JSON-чикам мы можем с вами бегать. Здесь мы говорим, что в корне есть раздел data, и вот в разделе data покажи, что там все находится. А дальше находится файл 1, файл 2, ну прямо как у нас в config-мапе. То есть достаточно просто. Теперь этот config-map мы должны с вами будем подключить к нашему деплойменту. Это файлик шестого примера. Здесь у нас deployment. А что нужно сделать? Давайте так, на весь экран, чтобы было видно. Значит, смотрите. Сначала в темплейте нашего пода, в спецификации пода мы описываем тома. На самом деле в поде для того, чтобы подключить, даже вот если без деплоймента, в поде непосредственно подключить, вам нужно описывать тома, которые будут использоваться в данном поде. Мы говорим имя тома и даем ему произвольное название. Ну, опять же, у нас тут config volume.
Дальше мы говорим, что это все берется из config map с таким-то именем. Ну, config map, естественно, должен существовать на момент запуска, потому что если его не будет, у вас деплоймент не стартанет, он будет там висеть с ошибкой. Продолжит работать, то есть распределится деплоймент, распределится под только тогда, когда config map появится. То есть можно кидать в произвольном порядке, все заработать, когда появятся все необходимые компоненты. Дальше непосредственно в контейнере, где в описании контейнера, мы пишем раздел volume mounts и говорим, что том вот с таким именем нужно подключить к вот такой директории внутри контейнера. Все достаточно просто. Повторюсь, сначала мы определяем все тома, которые будут использоваться в нашем поде, а потом уже в конкретных контейнерах мы подключаем необходимые тома из этого пода. Достаточно простая ситуация. Давайте применим данный deployment. Вот он создался. Нам нужно получить, как всегда, имя пода. Вот мы его получили. И теперь посмотрим содержимое директории, которая находится вот в этом поде. Так. Обратите внимание, что я делаю ls с опцией LA, для того, чтобы более подробно рассказать вам, вернее, показать вам, что здесь на самом деле происходит. Происходит здесь странное. Ну, на первый взгляд кажется, что странно. Смотрите, да, действительно, здесь есть файл 1.txt, файл 2.txt, но это символьные ссылки на файлики, находящиеся в директории 2.data. А сама директория 2.data – это символьная ссылка на какую-то директорию с каким-то, ну, тут, судя по всему, месяц, год, день, час, минута, доли секунды там какие-то есть, да. Ну, судя по всему, это какой-то формат времени. Вот эту директорию, которая, в свою очередь, является уже директорией. Мы это с вами прекрасно видим по выводу команды ls-opcl, что на самом деле вот директория, в ней два файла. Теперь сделаем все то же самое, но посмотрим содержимое вот этой директории. Так, где я остановился? Вот это нам нужно будет. Значит, директория, естественно, отличается от того, что здесь у меня в примере, поэтому, если будете повторять за мной, вот эту директорию надо брать, которая у вас вот здесь была создана. И не забываем манерную кавычку. Вот. И да, действительно, внутри этой директории мы видим файлик 1.txt и файлик 2.txt. Ну, то, о чем, в общем-то, я и говорил. Теперь по поводу изменения config map на лету. Вот у нас сейчас работает config map. Вот у нас работает под. Соответственно, в этом поде есть файлик в директории tc config с именем файл 1.txt. Содержимое его в поде, то, которое мы видели в config map, то есть тестовый файл 1 и его содержимое, в общем, как оно обычно есть. Теперь по поводу изменений config map. Вот у нас 7-й файлик, пример 7-го, это config map с тем же самым именем, только в файле txt1 мы поменяли его содержимое, мы добавили слово новое. Вот это слово мы добавили. Теперь применим наш манифест config map. И давайте посмотрим, а что же у нас находится в контейнере в директории etc config. Вот, смотрим, получаем директорию с именем 14744, да. А раньше у нас была директория с именем 744. Ага, это означает, что изменения еще не произошли. Нужно некоторое время подождать, потому что изменения происходят... Я сейчас не помню точно, но там до минуты, по-моему, или до 2 точно изменения произойдут. Сейчас выключу видео, чуть подожду и посмотрим. Так, некоторое время прошло. Смотрим содержимое. Действительно, вот оно поменялось, уже 0.5.1.22. Соответственно, можем посмотреть содержимое нашего config map, который мы добавили. Видим, что в config map у нас новое содержимое. Ну и дальше мы можем посмотреть наш файлик. Который теперь находится непосредственно в нашем поде, в контейнере пода. И как видите, данные внутри контейнера изменились. То есть мы можем с вами менять на лету содержимое config map, и через какое-то время будет это содержимое, этот файлик будет находиться непосредственно там. Как это делается?
Сами файлы, символьные ссылки не меняются, просто создается новая директория, куда помещаются новые версии этого файла. Ну, а дальше при помощи символьных ссылочек это все разруливается. Так, удалим наш деплоймент. Он нам дальше не потребуется. Ну и напоследок рассмотрим ситуацию, когда вам из конфиг-мапа нужно получить всего лишь один файл и не в какую-то, не как директория, да, в ней один файл, а в директорию, где есть уже другие файлы. И вот всего лишь один файлик из конфиг-мапа в эту директорию нужно как бы внедрить. Вот такая задачка. Значит, соответственно, 8-й пример. Здесь у нас deployment, здесь у нас volumes, то же самое. Мы config-map берем и указываем его в volumes, называем config volume. Но вот в разделе volume mounts, где мы используем этот config volume, мы уже mount path указываем в директории etc файл 1.txt. То есть, видите, в директории etc куча разных файлов. Там 100% куча файлов. И мы хотим поместить в него всего лишь один файлик и взять его из нашего config-мапа. То есть, в директории mount path мы указываем конкретно файл. Но при этом, обратите, пожалуйста, внимание, мы говорим, что это subpath, это специальный параметр, что вот мы всего лишь один файлик монтируем и не более того. Это не директория, грубо говоря. Кроме всего прочего, вы когда будете монтировать, вы можете указать вот здесь в mount path название другое название, не то, которое в конфиг-мапе, а другое. Предположим, вам по каким-то причинам нужно, что в контейнере этот файл назывался по-другому. Ради бога, вы просто указываете вот этот, но вот здесь указываете тот ключик, который у нас в конфиг-мапе. Соответственно, в нашем примере я здесь использую как раз вот этот subfile txt, тот, который мы с вами будем применять. Вы должны это понимать. Ну и давайте мы сейчас с вами применим данный манифест 8-го примера. Так, создали. Традиционно получаем список подов. Есть такое дело. Дальше готовим нашего Франкенштейна. Что делать, видите, имена подов меняются со временем. Приходится делать вот такие операции. И что мы здесь с вами делаем? Мы с вами внутри контейнера смотрим в директории etc все файлы, которые начинаются на S. Вот мы их смотрим и видим, что там есть shadow файлик, стандартно, да, shadow, и наш subfile txt. Вот он в директории etc подмонтировался, все остальные файлы там остались. Ну что ж, можно посмотреть его содержимое, но я надеюсь, вы понимаете, что содержимое будет то же самое. Значит, удалим все наши деплойменты и наши конфиг-мапы, которые там были, потому что на этом примеры на сегодня закончились. Ну что ж, про config-map я основные вещи вам рассказал. Есть там маленькие нюансики, мы о них сейчас просто говорить не будем. Там read-write, read-only и прочие вещи. Некоторые нюансы по удалению там и что будет, если удалить config-map. Сами попробуйте, кстати, запустите config-map, подключите в деплойменте, а потом, когда деплоймент работает, отключите config-map и посмотрите, что в деплойменте. Это уже сами, это будет вам интересно, наверное, попробовать. Как же, ломать не строить, да? Соответственно, мы с вами поняли, что конфиг-мапы используются для того, чтобы подключать, допустим, определять переменные среды окружения в контейнерах, когда их очень много. Это очень удобный механизм, такой вот используют конфиг-мапы под переменные среды окружения. А также небольшие текстовые или бинарные файлы. Бинарные файлы, повторюсь, я вообще-то предпочитаю в base64 кодировать, потому что, привычно как-то так. Допустим, через систему электронной почты мы бинарные файлы пересылаем. Вы этого не видите, но на самом деле пересылаются через base64. Поэтому письма такие большие вдруг неожиданно становятся. Вот. И мы с вами посмотрели, как можно использовать эти файлы, как их подключать в виде отдельной директории, где будут все файлы из конфиг-мапа, как отдельный файлик подключить в случае конфиг-мап, и то, что происходит, когда происходит изменение конфиг-мапа, как изменяются данные непосредственно в нашем поде. По поводу изменения данных при помощи конфиг-мапа на лету в поде, это немножко странная ситуация, потому что обычно это конфигурационные файлы, и большинство приложений для того, чтобы прочитать свой конфигурационный файл, им нужно либо послать специальную команду, либо, чтобы перечитай. Что для пода очень странно, так обычно не происходит. То есть, когда вы сделаете config-map, в поде эта команда автоматом не запустится. Вот. И обычно, когда вы меняете config-map, рекомендуется под перезапускать, чтобы приложение, которое там находится, оно перечитало свой конфигурационный файл. Это такие уже маленькие нюансики, с которыми мы с вами будем дальше сталкиваться потихоньку по мере погружения в Kubernetes.
А на сегодня, пожалуй, все. Увидимся в следующем видео.